Всем привет! Вот и наступила зима. Но это не повод расставаться с моноплесом. Просто поездки теперь будут не такими простыми. Красиво все же в центре Москвы в такие снежные дни. На тротуаре, как обычно, не гоняем. Едем медленно и плавно, уступая пешеходам. Все же для поездок больше подходит проезжая часть. А она, как обычно, забита машинами в этом месте в это время. Но ничего, это нам не помешает. Держак отличный, междурядье широкое. Достаточно комфортно ехать. Никуда не спешим. Поворот направо тут в 2 ряда. Автомобилисты же, как обычно, занимают все 4. Так что проезд прямо оказывается свободен. Даже вон с 5-го ряда кто-то захотел направо. Ну что, прямо проезд свободен. Можно было и втопить, но я предпочитаю по такой погоде ехать более аккуратно. Так что аккуратно, в правом ряду, не спеша. Ну, не все разделяют мое мнение. Таксист вот решил опередить. Обычно я тут еду в левом ряду и сразу поворачиваю налево. Но коль уж я не спешу, то с такой скоростью, по такой погоде через все ряды перестраиваться не вариант. Курьер чего-то не поехал. В общем, в этом месте я проезжаю через автобусный хаб по автобусным полосам. Машинам сюда пусть заказом. А велосипедисты и курьеры все здесь проезжают. Курьеры, конечно, более нагло через пешеходный переход проезжают. Я все же стараюсь сначала всех пешеходов пропустить.
Света, кстати, у этого курьера спереди нет. Как он так ездит? Тут всем проезд запрещен, кроме велосипедистов. Так что технически я, конечно, нарушаю. Но всем пофиг. В данный момент идентифицирую себя как велосипедист. По таким автобусным полосам можно вообще на расслабоне ехать. Главное, автобусам не мешать. А автобусов как не было, так и нет. Все, вливаемся в поток. Освоился уже немного на этой снежной каше. Что же, зеленый для пешеходов. Я, как обычно, пропускаю пешеходов и проезжаю. Нарушаю, конечно, но так как делаю это безопасно и никому не мешаю, то мук совести по этому поводу не испытываю. Упираемся в автобус, но мы никуда не спешим. Можно просто проехать за автобусом. Снег все идет. Видимо, весь день шел, раз так много навалило. Ну все, персональные дорожки закончились. Вливаемся в поток. Теперь уже надо держать скорость и быть аккуратными.
Еще один курьер без переднего света. Дальше тут планирую ехать по автобусной полосе и не мешать тем, кто спешит. Вот так вот зимой можно передвигаться, как будто велосипед, не разгоняясь особо. Ну, может быть, чуть-чуть быстрее велосипеда. Зеленый для пешеходов. Как обычно, проверил, что никого нет, и поехал дальше. Вообще, если бы не машина, то компактный транспорт мог бы передвигаться вообще без светофоров, если не превышать скорость. В Голландии сделали такой эксперимент для велосипедистов, и они спокойно разъезжаются. Вообще, если бы не автомобили в городе, то со скоростью 35, как я вот сейчас еду, вполне можно было в любую точку Москвы приехать на компактном транспорте или на велосипеде, электром. Но автомобили делают такую опцию невозможной для большинства людей. Ага, повело немного. Ну ничего, это ожидаемо при таком-то снегопаде. Поэтому еду медленно. В таких местах. В правой автобусной полосе особенно большой слой снега лежит. Сейчас вот пропускаю тех, кто поворачивает. Вернусь обратно на правую полосу. Все, освоился уже, подразогнался.
вот зимой в полной мере можно ощутить, каково быть медленным на дорогах. Не то что летом. Но на развязках лучше буду ускориться. Передо мной автомобиль внезапно осознал, что ему направо, и решил остановиться в полосе. Такое бывает. Машины, я вижу, тоже особо быстро не разгоняются. Так что выходит, еду с потоком. И дорога уже почище. Всех пропускаю. Развязку проехал. Можно возвращаться обратно в правую автобусную полосу. В автобусных полосах СИМ, конечно, ездить нельзя. Но если я еду медленнее потока, то предпочитаю ехать там, как будто бы велосипед. Повороты захожу максимально аккуратно.
так вот можно ездить зимой. Даже если сильно не ускоряться, на небольших скоростях тоже можно всю Москву проехать без каких-либо проблем. Конечно, хотелось бы делать это по правилам, но с текущими ПТД имеем, что имеем. Если понравилась поездка, можете ставить лайк, подписываться. Буду выкладывать дальше подобного формата видео. Всем пока!